Утро в штаб-квартире компании Ironwood Motors началось под серым небом. В деловом районе, где возвышалось современное здание из стекла и стали, собирались инвесторы, члены совета и несколько журналистов. Здесь планировалась закрытая премьера нового электрического седана бизнес-класса, который должен был стать гордостью фирмы и доказательством ее лидерства на рынке. Но показ сорвался с самого начала. Автомобиль, подготовленный для демонстрации, не подавал признаков готовности к движению. Панель приборов оживала, световые индикаторы работали, но силовой блок оставался безмолвным. Главные инженеры суетились вокруг машины, проверяли программные модули, сбрасывали ошибки, перезапускали систему, но результат оставался тем же. В воздухе сгущалось напряжение. Провал презентации означал удар по репутации и возможный отток капитала. Генеральный директор компании Джордан Уэллс внешне сохранял спокойствие. Его дорогой костюм и ледяное выражение лица скрывали раздражение. Он наблюдал за паникой подчиненных с усмешкой и в какой-то момент, устало махнув рукой, произнес фразу, которая больше походила на насмешку, чем на распоряжение. «Кто заставит ее работать, заберет себе». Среди присутствующих раздались нервные смешки. Никто не верил, что решение найдется быстро. Но в стороне стоял человек, которого почти не замечали. Это был уборщик по имени Фрэнклин Хьюис, мужчина в выцветшей форме с потертым бейджем. Фрэнклин знал это место лучше многих инженеров. Он работал на заводе с самого его основания, еще в те времена, когда автомобили собирали вручную, без сложной электроники. Со временем его отстранили от основных процессов, оставив заниматься обслуживанием помещений. Но он остался рядом с производством и годами наблюдал, как новые специалисты спешили, ошибались и полагались на компьютеры там, где требовался опыт. Он подошел к автомобилю, не произнеся ни слова. Инженеры сперва хотели его остановить, но Джордан позволил ему действовать скорее ради развлечения. Фрэнклин проверил кабели, нашел поврежденный разъем, зачистил контакт и переподключил систему. Все заняло несколько минут. Затем он спокойно нажал кнопку запуска. Электродвигатель ожил ровным, мощным гулом. В зале воцарилась тишина. Никто не аплодировал, никто не пошевелился, лишь взгляды, полные изумления, устремились на уборщика. Фрэнклин лишь пожал плечами, словно это было обыденным делом. Для него и было. К концу дня новость распространилась по всей компании. Уборщик Фрэнклин Хьюис теперь владелец автомобиля стоимостью более $300 000. Он не уволился и не изменил привычек, продолжал приходить на работу, как всегда. Но отношение к нему изменилось. Теперь его слушали, к нему обращались с уважением. А у входа его ждал черный седан, символ того, что настоящий профессионализм не требует громких слов и титулов. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.